Всем привет! И с вами, ребят, Shadow Foxy. Сегодня мы продолжаем проходить Бункер 21. Я надеюсь, мы когда-нибудь все-таки дойдем до концовки, хотя бы до одной. Так, без лишних слов сразу давайте начинать. К заправке я приехал уже к самой ночи. Ужасно хотелось спать, нужно было осмотреться. Возможно, тут будет компьютер и свет. Да, мы в прошлый раз остановились на том, что мы выбрались из бункера и приехали к заправке. Вот на этом мы и остановились. Такс. Нам ветки не нужны, наверное. Или нужны. Честно говоря, я вот сам не знаю. У нас вроде бы батарейки для фонарика были. Я убрал там, в настройках покопался, я убрал кнопку стрельбы. Сейчас посмотрим, убралась ли она. Да, и вправду убралась. Автострельба для меня как-то привычнее выглядит. Потому что в автострельбе нету вот этой кнопки, она не загораживает экран. Думаю, вам смотреть будет намного лучше. Ну, посмотрим, поглядим, да. То есть, в прошлый раз, когда я в конце видео их всех убивал, они снова заспавнились. К сожалению. Ну и патроны, видимо, тоже вернулись. Ты застрял? Чувак, ты застрял. Это была обманка? Серьезно? Ну и ну. Так, что там нам надо выложить? Надо что-то выложить или нет? Чуть-чуть неудобно. Так, вот наш диск, который нам нужно посмотреть сейчас будет. Но сначала, как я помню, нам нужно найти непроходившийся шланг. Если я правильно все помню. Так, сразу патроны. Протроны. Так, сейчас здесь он еще что-то скажет, и вот мы сейчас будем искать. Очень хотелось спать. После нескольких часов монотонной поездки на станции заправки можно было устроить ночлег. Было бы особенно хорошо, если бы я смог запустить электричество. Осмотревшись, я обнаружил большой генератор. Надеюсь, он в порядке. Подхватив к нему бочку для подачи топлива, мне нужно было найти непроходившийся шланг. Да, все, теперь так, что это у меня тут? Так, теперь все понятно. Хотя и изначально было все понятно. Для активации электричества Да. А вот сюда нужно вот этот подключить привод. У нас есть батарейка. Братарейка. Такс. Не работает. Да. Теперь давайте подумаем, где мы можем его найти. А, и еще... Это что? Это ветка. Интересно, насколько далеко мы можем отсюда уйти? Я надеюсь, что разработчик это учел, потому что я же могу же отсюда вот просто взять и уйти, например. За карту куда-нибудь за карту. Аптечку подберем. Давайте посмотрим, давайте попробуем. Есть ли здесь вообще граница мира? Ну вот хотя бы... Да, вот граница у этого куста, я понял. А куда там? А, вот. Я так, ребят, могу потеряться. Такс. Нам бы сейчас... Вот одни ветки здесь только. Где нам искать шланг? Не должен же он быть где-то далеко. Он, наверное, где-то... Ой, патроны. Он должен быть где-то здесь. Но я вместо шланга нахожу только батарейки и все остальное. Там патроны, батарейки. У меня вагончики нету. Нету, странно. Странно. А может быть... Здесь где-то. Слушайте, тут такая криповая атмосфера, мне кажется, это... О, вот шланг. Рюкзак переполнен. Нужно что-то выложить в хранилище. Ты издеваешься? Тут атмосфера более такая нагнетающая почему-то, чем в бункере. Здесь прямо вот, знаете, пустота. Ой, куда я иду? Здесь пустота, здесь никого нету, и еще вот такая ночь. Так, выложи. Поехали. 2 места у нас свободных, надо бы найти где-нибудь, ну не знаю, хотя бы... Время запускать генератор. Да, время запускать. Надо найти где-нибудь еще дополнительную сумку, может быть, чтобы увеличить объем нашего инвентаря. Поехали.
Шланг. Как влитой. Ну да. Для активации электричества нужно запустить генератор. Так запускай. Не работает. Нет электричества. А, Да, работает. я что-то тут тупанул. Так. Все. Поехали. Бочки с бензином не хватит на всю ночь. Надеюсь, шум не привлечет животных. Да я тут не о животных беспокоюсь. Я надеюсь, что... Ой, как светло стало. Я надеюсь, что зомби сюда не придут. Так. Мне кажется, мы вот такими темпами привлечем внимание не только зомби и животных, но и кого-то еще. Как вы думаете, а? Хотя такая музыка играет. Я вот, ребят, вам о чем говорил, а? Ты кто? Так, ты враг. Ты же враг? Ты сотрудник этого помещения, я понял. Ну, давайте зайдем. Такс. Нет сигнала, везде написано. Что это за помещение у нас? Это что? Попробовал как-то этот энергетик на вкус дрянь та еще. Ты... Можно я промолчу, я проигнорю его слова, а? Ну, метра 2033, так ведь там было написано? Ну, не знаю. Для меня так, ну, норм. Почему сразу? Ну, это взгляд разработчика, ничего не знаем. Так. Шляпа. Шляпа, дело в шляпе, патроны. Воп, шляпа, воп. Сколько там нужно было? 20 шляп найти? Мы на верном пути. Так, батарейки. Рюкзак переполнен. Ну ты издеваешься? Нужно что-то выложить в хранилище. Скушай, возьми. Как раз таки запас здоровья пополнил. Итак. Мне опять мешается кнопка записи, к сожалению. Вот, сейчас ее так уберу, будет отлично. На случай, если в городе остались выжившие. Меня зовут Максим Монахов. Я один из работников строительной бригады. Мы работали над оборудованием скрытого убежища и его подземных рукавов для правительственных структур. Во время работы случился серый дождь, что? Заражению подверглись не все, но те, кто заразился, мутировали в монстров. Мне удалось сбежать. Пожалуйста, после прочтения этого дневника оставьте его здесь, чтобы он послужил важной информацией и помощью другим. На следующих станциях я описал все, что мне удалось пережить и узнать. Надеюсь, эти записи помогут вам. Я же направляюсь к исследовательскому бункеру, неподалеку от которого я смог получить радиосигнал о бедствии. Со мной по радио связалась сотрудник Светлана, что-то я туплю сегодня. Я направляюсь к ним на помощь. Если я все правильно понял, они подверглись нападению зараженных. То есть, как я понял, серый дождь — это дождь с той самой мутацией. И если под него кто-то попадет, тот заразится. А еще вот этот сотрудник... Прочитав записи Максима, Ага. я понял некоторые вещи о вирусе и заражении. А еще то, что выжившие все-таки есть. Видимо, я настолько невезучий, что с ними так и не пересекся. Обидно. Я ни разу по радио не встретил никого живого. Столько сеансов прошли даром. В бункере тоже никого не оказалось, благо, что сам жив остался. Нужно осмотреться на заправочной станции и попробовать включить компьютер-диск ОЧП во втором ярусе. На нем маркером были пометки о чрезвычайной важности этого диска. Надеюсь, я смогу его открыть. Ну, я тоже надеюсь, но вот смотрите, то есть этот дождь заражает других. Да, выжившие есть, ему просто не повезло. Но еще вот этот радиосигнал, видимо, на него сбежался не только я, но и остальные. И, возможно, тот, кто туда пошел до нас, либо он после нас пошел. Ну, в любом случае, он наверняка уже помер. В любом случае, да. А еще я сегодня... Мой язык как-то работает неправильно, потому что
Я чуть-чуть туплю, когда читаю разные надписи. Бывает, извините, прошу прощения, но вот так получается. И опять придется кнопку записи переносить, к сожалению. Да, ничего не приходится. Так, давайте откроем наш диск на ПК. Так, где? Как его открыть? Компьютер. Давай. Поехали. Меня зовут Макаров Антон Семенович. Не думал, что кто-нибудь... не думал, что когда-нибудь окажусь в такой ситуации, но ничего уже не поделать. Мы изолировали внутреннюю территорию центра, чтобы никто не прорвался наружу. На текущий момент все выжившие рассредоточены по комплексу. Мой коллега перекрыл доступ внутрь бункера, ведем мониторинг ситуации. Признаки заражения, к сожалению, есть у всех, так что мы спокойны. Даже если мы не умрем от бактерии, то нас стерилизуют. Нейтрализовать саму бактерию не удалось. Вентиляция, хоть и была поставлена на автоочистку, разнесла заразу во все уголки бункера, включая наземные части. Часть сотрудников ушла в шахты, поддерживаем с ними связь. Светлана Маркова, моя жена, оказалась в той части комплекса. Она записала сигнал о помощи, а мы включили репитер. Что такое репитер, не знаю. Надеюсь, они откроют заслон, и наш сигнал услышат военные. Сигнал будет отправляться каждые 2,4 часа на частотах военных и гражданских. По нашим данным, в атмосфере оказалась версия бактерии с нейтрализатором. Согласно протоколу, она в скором времени должна самоуничтожиться. Очень хочется в это верить, потому как скорость размножения и заражения очень высока. За несколько недель может заразиться большая часть города, а за несколько месяцев весь, включая окрестности. Так, понятненько. Если вы читаете этот отчет, то, скорее всего, меня пустили под суд за преступление о разглашении секретных сведений. Надеюсь, эта информация будет донесена до общественности. Бактерия, а также ее прямые носители – это существа из нашего мира. Нитевидные, были получены опытным, но совершенно случайным путем при переходе нашего дрона через портал в исследовательском под Москвой. Что? Я неправильно почитал? Портал. Исследовательский портал, короче, под Москвой. Вот так я прочитаю. Так будет проще. Сам портал представляет собой установку, позволяющую открывать проход в измерение 2. Человек туда пока не переходил, однако дроны фиксируют там бурную активность различных организмов. К сожалению, из-за магнитного фона невозможно установить радиоконтакт, а также совершить видео или фотофиксацию. Нитевидные были первыми живыми существами, которые были извлечены для исследований. Благодаря их генеративным способностям и склонности к самовоспроизведению удалось создать ферму по выращиванию организмов, выделяя из них нужную бактерию. Сам портал находится в московском комплексе. Насколько мне известно, изучение бактерий там не ведется, а значит, есть шанс, что тамошние ученые спрячутся надежнее. Комплекс носит название «Заслон». Так, много информации поступило. То есть, как я понял, если мы бы пошли бы туда, то есть взрывать бункер, возможно, мы бы наткнулись на этот портал. И, возможно, мы бы, как бы вам сказать, попали во второе измерение. Но это все в теории. И еще то, что вот эти твари, их не изобрели ученые, они их достали из второго измерения, то есть... Возможно, это измерение кишит чисто монстрами. Возможно, они открыли путь в ад. Кто знает. Кто знает. В остальном, видимо, все вот те, про кого мы тут прочитали, про Светлану и всех остальных, они, наверное, уже давно умерли. Я считаю так. А возможно, кто-то из них остался, и мы бы на него наткнулись, если бы пошли бы дальше в бункер. Но, к сожалению, мы решили сбежать. Снова заслон. Что ж, придется наведаться в московский комплекс, но сначала поспать. Да, сначала поспать. А еще я понял, что это московский комплекс, как я и сказал, там я неправильно прочитал. То есть это действие в России происходит, так ведь, как я понял? Удивительно, что какие-то действия происходят в России. Ну да, но это удивительно и хорошо. Уникальная игра, я бы вам сказал. Уникальная игра. А я изначально думал, что действие происходит где-нибудь, не знаю, в Америке.
Я могу отсюда что-то взять, нет? Нет, я могу выйти. Здесь есть свет и хороший мягкий диван. Стоит поспать. Ладно, я тебя понял. Обычно игры делают там, на территории США, а тут... Отоспался я на славу. Проходя несколько Ага. дней по бункеру, я совсем забыл, что такое сон на мягком диване. Проснулся же я вместе с восходом солнца. Генератор еще работал, судя по горящим лампам. А мне нужно было двигаться к исследовательскому комплексу. Этот заслон, судя по записям, Максим, так что если вы ищете выживших, я готов выйти на связь. Меня зовут Андрей, и если вы нашли этот дневник на заправке, знайте, я отправлюсь в сторону Москвы на поиски исследовательского центра «Заслон». Вы можете последовать за мной. Надеюсь, я встречу там живых и мыслящих людей. Так, ребят, меня чуть-чуть отвлекли, прошу прощения. В итоге, что насчет той записки? Ну, он сказал то, что пойдет вот в этот комплекс как раз-таки, который находится под Москвой, как я понял. И мы оставили еще вот такую записочку, на всякий случай, если сюда кто-то придет, то пускай он будет знать, что здесь было, ну, как минимум человека 2. Как минимум 2 человека. Так что вот так. Ну и кто знает, возможно, он пойдет за нами. Но это так, возможно. Итак, на улице светало, поэтому мы пошли. Отправляемся в опасное приключение. Теперь наша задача далеко не бункер, а кое-что пострашнее, я считаю. И все-таки непонятно, что за второе измерение. Что там вообще во втором измерении? Сказали, что во втором измерении самая минимальная форма жизни это были вот те пальчики, вот эти ручки ходячие. Интересно, что там еще есть похлеще? Так, а какая наша задача-то? Отправляться в путь? Да? Окей. Поехали. По пути к дому я заехал в деревню, чтобы переложить неиспользуемые вещи в хранилище, а также очистить деревню от отростков. По правде сказать, я уже совсем устал. Больше года поддерживаю здесь порядок, ожидая, что когда-то здесь поселятся люди. Ну, ты все правильно делаешь, я считаю. То есть наш главный герой делает все правильно. Я считаю, что вполне все верно. Все правильно и все верно. Итак. Так. Ну, то, что насчет... Ну, не такой бы я бы сказал, что здесь порядок, но в любом случае... стоп, погодите. Это же то место, где мы изначально были, да? Где мы еще от медведей спасались. Но он же живет в другом месте. Почему он приехал сюда? Или это его деревня, где он раньше жил? Ну, здесь опасно, и он решил жить подальше отсюда. Ё-моё, я чуть сейчас не напоролся. Ящик. Офигеть, это он спахал такое поле, а? Признавай. Ну-ка, не застревать. Признавайся, а? Так, ну, с утра здесь прям вообще отлично, я считаю. Мы пока что лутаемся, нам это все потом в любом случае пригодится. Так что вот так, да. Баночки, варенье. У нас рюкзак сейчас переполнится этим. Так. У нас автобус наш там. Наша машина. Здесь много тайников всяких. Разработчик нам оставил. Вот в этом месте... Ой. С 2 патронов, кстати. А раньше с 1, как я помню, они убивались. Здесь что-то есть? Здесь ничего нет. Патрончики. Вот когда много патронов, не жалко их тратить. Интересно, в этой игре есть арбалет? Я бы хотел здесь арбалет иметь. Ну, знаешь, чтобы зомби с одного удара убивать. Типа как, опа, хедшот, но при этом стрелы были бы, ну, одноразовые и очень редкие. Вот это было бы интересно. Так, да, вот это место. Так, давайте выложим. Все, что у нас накопилось, выложить. Вот так, да. Итак. Что у нас здесь? Тьма тьмущая просто.
Тьма тьмущая. Фонарик. Я надеюсь, здесь больше медведей не будет. Хотя с утра какие медведи, да? Так, ладно. Ладно. Ну ладно, мы ничего здесь больно трогать не будем. Хотя я ошибся. Давайте. Раз, два. Надо бы здесь большую часть подчистить всего. Может быть, мы сюда даже заберемся, кто знает. Нет, здесь невидимая стенка. А секретка? Секреток нет, к сожалению. Так, здесь граница. Я понял тебя. И я тебя понял. Здесь у нас граница. Сюда мы пройти не можем. Патрончики. Патрончики. А что от нас требуется? Краем глаза лишь заметил я вот это. Что от нас требуется? Мы сюда заехали, чтобы что-то забрать? Он сказал то, что он в порядке ее поддерживает. Наверное, нам надо всех изничтожить, да? Всех монстров. Всю заразу. Вот эту, которая здесь сейчас есть. Но где я еще не был? Вот здесь остановка. Вот здесь та самая трасса, по которой мы ехали. Я могу до нее дойти? Реально я могу по трассе побежать туда. А там, наверное, как раз таки у нас заправка. Ну да, здесь ограничено. Что от меня требуется? Могу обратно уйти? Ну вот я и дома. Мне нужен отдых. Срочно. А, вот, да, мы там чуть-чуть прибрались, и вот мы пришли, ой, сюда. Здесь у нас... Ты все еще тут? А, ну да. Ну да. Убей его, нет? Или это твой домашний зверек? А чё ты... А, ты заколотил обратно, я понял. И сейчас ведь надо наткнусь на тебя. Давно живущий на этом месте отросток опасных растений. Периодически ловят птиц и мелких животных. Эти штуки не передвигаются и, как правило, всегда сидят на одном месте. Думаю, что это какие-то растения-мутанты. Когда я зачищал эту территорию, решил его не трогать. Подумал, что он мог бы сослужить неплохой защитой от хищных животных. Так, этот товарищ и обзавелся именем. Семен. А, да? То есть ты еще, кроме того, что вот эти... Все вот эти отростки, все эти мутанты убивают людей и как бы их заражают, ты все-таки решился с ними подружиться хотя бы с некоторыми из них, да? Ну это смело с твоей стороны. Хотя на твоем бы месте я бы ненавистью к ним обзавелся, потому что если бы реально в нашем мире вот такие, вот такие отростки были, которые могли бы одним, не знаю, одной атакой пронзить человека, это я бы с ними точно бы не дружил, знаете ли. Я бы лучше его слышал, Мухомор, нежели с ними дружить. Ну, вот. Пока я ехал к дому, меня посетили много разных мыслей. Так странно, что я долгие годы был так близко к бункеру, который стал причиной катастрофы, и ни разу не встретил никого, кто мог бы просто проходить мимо, направляясь к бункеру. Судя по записям Максима, он в конце пути отправился в тот же бункер, в котором был я. Но войти ему не удалось. Труп у входа. Может, это был он? Что же касается и заслона, что это за организация, как она возникла? Они изучали переход в другое измерение, а может и сейчас изучают. Мой мир оказался слишком ограниченным собственным восприятием. Наверняка выжил после заражения не только я и Максим. Мне нужно отправляться в Московский исследовательский комплекс, чтобы получить все ответы. Только отдохну, и можно будет собираться в дорогу. Да, я с ним согласен, потому что, ну, изначально, как только мы начинали играть, все представлялось так, как будто мы вообще одни остались, и наша последняя надежда — это только бункер.
Но сейчас все изменилось в другую сторону. Бункер оказался лишь маленькой крупицей к чему-то большому. И это очень потрясающе. Мне это очень нравится. Палки мы уже давно, кстати, не собираем. О, а здесь могли, кстати, пасхалку оставить какую-нибудь. Но, видимо, нет. Видимо, нет. Да, помните наши первые серии вот по этой игре? Я еще на своем старом устройстве играл, которое лагало. Мясо так возьмем. Да, вот этот старый добренький домик. Отсылочка. Ладно, я спускаться... Ай, нет. Вот отсылка. Металлическая табличка. Хотел использовать ее для столешницы, но не пошло. Понятненько. Так, здесь можно выбраться, я помню. Кстати, здесь красивый вид. Вот, честно говоря, здесь спокойное место, красивый вид. Такая речушка. Навевает воспоминания, вот что я хотел сказать. Радио. Адак ты... Ладно, без радио. Хочется включить радио, послушать эфир. А где я тебе... Где я тебе возьму радио, мне интересно. М? Конечно, есть вариант, что радио тут. А реально? Really? Радио тут? Я смотрю, он местами становится холодно, он отапливается. Ну, что там у нас? Давайте посмотрим, послушаем. Ничего? Ну ладно. Просто шум. Сегодня очень ответственный день. Ну не то, что прям ответ... Ой, ё, ты прям покушал. Мне что, в дурку уже пора, да? Ты кто? Ты кто? Робопёс в маске. Ты норм? Ну ладно. Так кто ты? Я не помню, чтоб ты был... Что ты вообще здесь жил. В дорогу я собирался около 2 недель. За это время я несколько раз успел съездить к бункеру, разгребать то, что от него осталось. К сожалению, после взрывов внутри все обвалилось, погребя под толщей грунта все, что могло представлять ценность. Мне удалось раздобыть информацию о примерном расположении заслона. Находился он в глубоком Подмосковье, а значит, путь не близкий. От моих карельских скал, во всяком случае. Ориентиром, упомянутым в переписке охраны бункера, мог выступать поселок Бортниково, а конкретно карьера рядом с ним. Найти его на карте не составило труда. Доберусь до него, чтобы изучить обстановку. Понятно. Меня волнует сейчас не это, куда мы отправляемся, меня волнует вот это. Ты создал себе робопса с маской, чтобы не было скучно. Или он только что приперся сюда, я так и не понял. А здесь всегда был топор? Да ну нафиг. Да ну нафиг. 17-я студия представляет. Один топор висит, нормально? Разработчик Garden of Dreams. Что это, конец? Бункер 21. Это конец, я заканчиваю его с висящим топором. Ладно, это тоже хорошо. Евгений Гришаков. Озвучивание Андрея. Ладно, здесь субтитры, я их все читать не буду. Вы сами их, наверное, прекрасно прочитаете. Ну, в общем, игра очень удивительная, очень хорошая. Я не думал, что мы Бункер 21 пройдем за 8. За 8 видео. Я думал, будут видео как минимум 15. Но я знаю, что есть Бункер 2022 или просто 22, Бункер 22. Эта игра, видимо, продолжение этого бункера. Так что мы в нее обязательно будем играть. Видимо, это будет продолжение сюжета. Не знаю, будем ли мы снимать прохождение второй концовки, раз уж мы пошли на эту концовку. Но в любом случае,
Это удивительная игра, это очень прекрасная игра. Разработчик, что ее создал, как я понял, из России. Огромный тебе респект за такой шедевр, я бы сказал, да. Это конец или нет? Я уже тут финальную речь говорю. Эй, что ты? Что это было? Возможно, это пёсель просто как дополнение такое. И главный герой его не замечает, но мы его замечаем. Убираем топор. Убираем топор, мы играем за невидимого чувака, потому что в титрах его вообще не было. Ладно. Ты со мной? Или нет? Ну, раз ты со мной, то поехали, что ли? А, открыть. Чё, нет? В этот раз в дорогу я отправился днем. Разницы в периодах активности монстров не было, так что выбор времени суток сугубо моя прихоть. Конечно, на незнакомой территории ночью лучше не шастать. Однако опасность ночи только в незнании местности. Можно загнать самого себя в ловушку. Двигался я добрых несколько суток, пока наконец не выбрался на нужную магистраль. Ну, понятно, но на машине-то все, конечно, гораздо быстрее. У меня вопрос в другом. Кто эти все бочки здесь расставил, а? Нет, понятно, что разработчик, но в игровой-то составляющей, типа в сюжете, они же не просто здесь так висят, да? Их же намеренно кто-то здесь поставил. Хотя этот вопрос останется, наверное, так и открытым. Но мы потихоньку разгоняемся. Я попытаюсь на разгончике доехать туда. Надеюсь, я никуда здесь не разобьюсь ни обо что. Такс. Воп, воп, воп. Мансим, мансим. Опа, видал, как могу. Ё-моё, меня занесло. Здесь подошел бы один мем, но не буду его сюда вставлять. Так. Нет, 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 нет. Аккуратно. То есть мы выбрались в нужное село, как я понял, да? То есть... Что такое? По пути с машиной что-то случилось. Многие годы этот автобус верно служил мне, а теперь, когда он сломался, я даже не смогу его починить. Навыка не хватит. Проведя пару часов около машины, я принял решение двигаться дальше пешком. Если верить карте, идти мне оставалось километров 5. Думаю, что к вечеру смогу преодолеть их. А там уже заночую в поселке. Стало холодно. В этих краях погода, видимо, высокими температурами не балует. Раз ты ближе к Москве, так возможно. Хотя ты в какую-то деревушку, в Подмосковье какое-то идешь, да? То есть какую-то деревушку, честно, мне больно неизвестную. Хотя вроде бы казалось, раз здесь города России присутствуют, я должен это в принципе знать. Но что-то как-то не вспомнил. Так, раз... Вот кто эти бочки расставляет? Раз... У нас тут такое ЧП, все сломалось, то давайте пойдем. Мы, наверное, сейчас встретим много мутантов здесь, поэтому будем настороже. Будем настороже. А в остальном, в принципе... А я могу сюда пойти? Мне дают выбор, куда идти. Так. Ах, судьба сказала мне идти туда. Давайте с пистолета его прикончим. Да, вы тут не одни. Ну, это бегающий зомби. Итакс. Что ж, до темноты мне нужно успеть к поселку. Путь не близкий. А, ты хочешь сказать, что я еще правильный маршрут выбрал, да? А если я бы туда пошел, что было? А, там, наверное, была бы невидимая стенка. Ладно, тогда, получается, нам не дали права выбора. Ты там чё, норм? Хорошо, я туда побежал. Пистолет перезаряди. Отлично. Так, ну в остальном, в принципе, сюжет более уже такой начинает все интереснее и интереснее быть. Изначально мы просто были в бункере, я уже предполагал, что в принципе здесь будет, а сейчас я даже предположить не могу. Это что? Он за мной все еще идет. Ты кто? Иди нафиг, иди на...
Иди нафиг. Иди нафиг. Ты кто такой? Дай угадаю, мне к тебе лучше не подходить. Понятно. Мы с тобой будем разговаривать по-другому. Я понял, что к нему лучше не подходить. Понятно, еще одна тычка и все. И ты помер. Все. Он очень быстрый и очень крепкий, а еще он бьет не слабо, так что мы их избегаем. У нас есть топор, интересно, что можно топором? Мы же ведь это, когда будем бить топором, нас же все равно ранят. Так что вот надо подумать. И очень тщательно. Ну вот эти тракторы, это вообще имба. Сразу вспоминается. Вспоминается такой. Ну, поняли, да, такой сельский вайб. Что это? Из-за записи не вижу. В этом месте поселились странные твари. Они абсолютно слепы, ничего не слышат, но реагируют на вибрации. Рядом с ними лучше не бегать. Обычно пребывают в состоянии спячки. Понятно. Мы поняли, как с вами быть. Лучше с вами не бегать рядом. Ну вот, мне как раз таки дали подкрепиться. Это, конечно, все хорошо. Я согласен. Но куда... Я чуть сейчас по бочке не вдарил. Вот это было бы сейчас фиаско. Чёртовы монстры. Откуда вас тут столько? Надеюсь, так не будет всю дорогу. Да я что-то не... Да ты издеваешься? Ты что, по запаху за мной идешь или что? О, аптечка. Я на тебя не буду тратить свой дробаш. Я лучше на тебя потрачу свой пистолетик. Пистолетик самый стандартный, то есть это... Ой. Я в здание, наверное, зайти не смогу, так что аккуратно. Они реагируют на вибрации. Значит, мы пройдем как-нибудь... Надо как-нибудь аккуратно идти, да? И неважно то, насколько я близко к ним подхожу, главное их не беспокоить. Нужно беречь патроны. Возможно, стоит их обходить, а не сражаться. Ну ты мыслишь-то верно. А ты это... Ну... А это дерево всегда здесь было? Так, чувак, иди-ка сюда. Давай я тебя вот так быстренько порешаю. Он какой-то странный. Здесь вообще все странно. Вам так не кажется? Он сначала бежал, потом остановился. Нет, так не пойдет. Так не пойдет вообще. Если они со всех сторон здесь будут лезть, это будет очень плохо. Я знаю, что против вас нужно сделать. Раз. Убери. Иди медленно. Видишь, ты идешь медленно, и он идет медленно. Это я уже с главным героем нашим общаюсь. Интересно, против них будет нормально, если я бензопилу достану. Но у них длинная рука есть, так что думаю, это будет фаталити сразу для меня. А если я еще взорву бочку, то это будет двойное фаталити для меня. Потому что бочка сама по себе привлечет очень много внимания. Ну иди сюда. Давай. Давай. Иди сюда. Показывается, если не паниковать и не бежать, то они бежать не будут. Я так смотрю на кнопку записи, у нас уже прилично тут записано, и надо бы, наверное, потихоньку заканчивать. Я считаю так. Ну, сейчас, я думаю, мы до куда-нибудь дойдем. Побежали? Опа. Шпротики. Нам сюда? Нет?
Так, нам не к тебе, это точно. Так, куда-то я дошел. Монстров до водонапорной башни впереди замаячил упавший самолет. Скорее всего, эти монстры были его пассажирами или жителями деревни. В любом случае, лучше их избегать. Понятно. Ну, у нас тут сохранение прошло. Я считаю, нужно здесь и остановиться. Только для начала я вот, да. Иди сюда. Иди сюда, мой дорогой. Оп, опа-на. Отлично. Да откуда у вас здесь столько? Вы мне дадите закончить ролик, нет? Все, никого нету, можно заканчивать. И вот, наш сюжет, в принципе, развился прям не хуже, чем нынешние фильмы, так что будем продолжать играть, будем смотреть. Я-то думал, это уже концовочка, поэтому начал говорить финальную речь, но, видимо, это далеко не так. Ну, блин, елки-иголки. Это далеко не так, поэтому будем продолжать, будем смотреть. А пока что с вами, ребят, был Shadow Foxy. Не хворать вам, не болеть. И всем пока.